Пятый студийный альбом группы Bad Company был выпущен в 1979 году. Альбом назывался Desolation Angels – «Ангелы опустошения». В моей коллекции данный альбом представлен оригиналом, выпущенным в Великобритании. Альбом был выпущен на лейбле Swan Song Records. Кстати, оформление этикетки этого лейбла основано на картине Уильяма Риммера под названием «Вечер падения дня», датируемый примерно 1869-1870 годом. Desolation Angels был более успешным, чем его предшественник, достигнув 3-го места в чарте США и 10-го места в Великобритании. 2 сингла, вышедшие из альбома, попали в чарты. Это песни Rock'n'Roll Fantasy на 13 место и Gone 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 на 56 место. Desolation Angels привнес в музыку Bad Company больше клавишных, немного струнных и гитарных синтезаторов и электронные барабаны в большую часть треков. Такая смена музыкального оформления освежила восприятие их музыки. К концу 70-х годов у группы накопилась усталость от частных концертных выступлений на стадионах. Кроме того, менеджер Питер Грант стал терять интерес к группе. По словам Саймона Кирка, Питер определенно был тем клеем, который скреплял всех нас вместе, и в его отсутствие мы развалились. Считалось, что с предыдущим альбомом Burning Sky группа Bad Company стала терять популярность. Bad Company все-таки считалась первой супергруппой 70-х, и требования к ней у фанатов и критиков были выше, чем к другим их коллегам по сцене. Альбом Desolation Angels стал попыткой исправить ситуацию. В отличие от предыдущего, этот альбом записывался в Великобритании, в деревне, в великолепной студии Rich Farm, на границе графств Сарей и Сассекс. Студия была основана в 1975 году, ее клиентами были многие известные исполнители, такие как группы Queen, Jethro Tull, Rush, Oasis, Supergrass, Peter Gabriel, Оззи Осборн и другие. Студия была основана Фрэнком Эндрюсом, светотехником, который гастролировал по Великобритании с такими группами как Queen, ABBA и Rolling Stones. Это была одна из первых студий Великобритании, где музыкантам предоставлялось не только место с записывающим оборудованием, но и комфортное размещение с возможностью спокойно расслабляться на фоне сельской местности среди природы. Запись проходила в сентябре 1978 года. Микшировали альбом уже в Лондоне. У альбома Desolation Angels уже стильная обложка, работы дизайн-бюро Hypnosis. Открывает альбом трек Rock'n'Roll Fantasy, который построен на гитарном рифе, предложенном Полом Роджерсом. Песня «Рок-н-ролльная фантазия» открывала альбом и задавала тон всему остальному, вспоминал барабанщик Саймон Кирк. Я помню, как мы вошли в студию, а Пол играл этот классный риф с октавным разделителем через гитарный синтезатор. Мы подхватили и записали эту вещь в тот же день. Я хотел написать какой-то гимн, отражающий мои чувства по всему, что касается рок-н-ролла, объяснил Роджерс. Я хотел покрыть весь спектр понятия рок-н-ролл, включающий обаяние звука, света и цвета. Rock'n'Roll Fantasy стала одной из самых известных песен Bad Company и была неотъемлемой частью классического рок-радио. Музыкальная пресса писала об этой песне. Крепкий бит и тяжелый фуз-гитарный звук и превосходное пение, а также надежное продюсирование. Critical Music Стивен Томас Эрлевин назвал ее одной из самых больших мускулистых рок-песен для стадионов и отметил, что это квинтэссенция классического рока. Вторая песня Crazy Circles – ритмичная работа акустических гитар, приятное соло на акустической гитаре и хорошая вокальная партия. Следующая песня альбома Gone 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 была написана басистом группы Бозом Барреллом. Это его первая композиция в творческую копилку этого альбома. Песня была выпущена как второй и последний сингл с альбома и стала одной из лучших в репертуаре группы. Музыкальные критики нахваливали эту песню, описывая ее как гитарный блюз-рок с хрустящей басовой линией и дымной рок-подачей Пола Роджерса. Критик Classic Rock History Джейни Робертс оценила ее как 10-ю лучшую песню Bad Company, назвав ее душераздирающей, но такой роковой мелодией. Песня Evil Wind изображает усталого путешественника, вечного скитальца, персонажа из вестернов. Я считаю эту песню сильным треком, говорил Саймон Кирк.
Это образ Пола в духе «Перекати поле по прериям». По-моему, Пол в прежней жизни был ковбоем или одним из тех авантюристов из Дикого Запада. В треке «Early in the Morning» вокал Роджерса поначалу звучит как Silas and Crofts, но затем возвышается, напоминая молодого Стиви Уандера в его самой торжественной сентиментальности. Тем не менее, 2 из 5 минут трека – это медленная избыточная музыка буги. Bad Company, возможно, открыли для себя эстетические преимущества нежности, но они все еще не могут придумать убедительные, разнообразные мелодии, чтобы выразить это чувство. Так написал об этой песне журнал Rolling Stone. Другая сторона альбома состоит наполовину из баллад в среднем темпе, песен, несущих в себе меланхолию в духе романа Джека Керуака «Ангелы опустошения», в честь которого и был назван этот альбом. Джек Керуак – американский поэт и писатель 50-60-х годов, самый важный представитель литературы бит-поколения, которого называли королем битников. Разочарованный американским образом жизни, зацикленным исключительно на потребительстве, Керуак бродил в поисках смысла жизни по штатам и другим странам, увлекаясь наркотиками и буддизмом. Кен Кизи, Боб Дилан и многие другие были под влиянием его харизматической фигуры. Голос Роджерса и гитара Ральфса на альбоме звучат так же измученно и многословно, как и проза Керуака. Песня за песней, здесь много личных переживаний. 3 первые песни второй стороны альбома написаны Миком Ральфсом. Открывается вторая сторона настоящей рок-н-ролльной песней «Lonely for Your Love». Далее следует песня о Атланта. Это ностальгия по Атланте, столице южного штата Джорджия, родины народной чернокожей музыки, поэтому композиция носит привкус кантри. «Мне не о чем беспокоиться, некуда спешить, потому что я возвращаюсь в Джорджию», – поет Роджерс. «Мне нужно время, чтобы сказать, что я люблю тебя». Мы всегда отлично проводили время в Атланте, и я думаю, в этой песне можно услышать немного влияния кантри, утверждал Кирк. Музыкальный критик Мартин Литхэм написал об альбоме. Исчезло мутное приглашенное звучание предыдущего альбома и ленивость Run with the Pack. Это жесткий блюзовый рок в лучшем виде. Естественный преемник альбома Straight Shooter и образец более мелодичных групп новой волны и возрождения рока начала 80-х. Прекрасно сбалансированный Desolation Angels демонстрирует группу талантливых музыкантов, играющих на пике своей творческой карьеры, с новым энтузиазмом, которого, к сожалению, не хватало всего год назад. Тяжелый риф рок-н-ролл фэнтези Lonely for Your Love, Rhythm Machine, Gone 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 прекрасно уравновешивается более мягкими Take the Time, Crazy Circles, в то время как блюз Early in the Morning и расслабленную соул-атмосферу She Brings Me Love дополняют западный Evil Wind и Country Stomping о Атланта. Дополняют словно хорошее вино, сопровождающее отличное блюдо. Эта классика рока обязательная к прослушиванию для любого серьезного любителя рок-музыки, и в довершение всего отличная обложка от Hypnosis. Журнал Rolling Stone так написал об этом альбоме. Desolation Angels раскрывает качества этих парней, на которые их ранние работы не намекали. Ироничная усталость от мира и смущение по поводу напряженности между полами, плюс ворчливое тошнотворное чувство собственного места во всем этом. Как будто Bad Company послушали продукт своих туповатых наследников Foreigner. И то, что они услышали, заставило их почувствовать себя напуганными и израненными, старыми и подавленными. Что впечатляет Desolation Angels, так это не столько качество музыки, сколько то, какую музыку группа решила теперь делать. Небольшой честный прорыв Bad Company делает их заслуживающими доверия и даже симпатичными. Но и в итоге альбом поднялся на номер 10 в британских чартах и на номер 3 в чарте Billboard в США. После его выхода группа провела успешное турне по стадионам мира. Но за весь этот успех пришлось заплатить свою цену. «Оглядываясь назад, мы остановились в нужное время», – вспоминал Ральфс. Пол хотел сделать перерыв, и, честно говоря, нам всем нужно было остановиться. Bad Company стало больше, чем мы все, и продолжение означало бы уничтожение кого-то или чего-то. С точки зрения бизнеса это было неправильно, но инстинкт Пола был абсолютно верным. Музыкальные критики и некоторые фанаты считают Desolation Angels последним сильным альбомом Bad Company.